Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И впервые, несмотря ни на что и вопреки всему, сам обзор начинается не со съемки смартфона, который я тестирую, а с другого смартфона, потому что это кнопочный телефон, здесь всего 2 мегапикселя камера, Nokia 8110, автопроверка почты, 2 физические симки можно запихать, он поддерживает 4G, сюда можно установить WhatsApp, и те, кто помнит, те знают, какой это был когда-то эпичный телефон, во всяком случае, во времена моей молодости, это свидетельствовало о том, что у вас просто космос, а не зарплата. Здесь все намного проще, это поликарбонат, я планирую ребенка им наказывать, то есть забирать у него яблоко и давать ему этот а-ля смартфон. Плюс в том, что сразу спойлер, вы можете использовать его как роутер, притом с обеих симок, он автоматически проверяет почту, и если долго и упорно извращаться, здесь есть чем заниматься. В плане того, что он интересный, это раз, и два, в ту стоимость, которую за него просят, аналогов нет. Смотрим. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянные, разумеется, это 5 Mi Band 6 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно 30 числа. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к телефону. Распаковка. Поставляется телефон в полупрозрачной упаковке. На коробке есть краткая информация с главными фишками. Упаковано все довольно хорошо, вдобавок упаковка пришла целая. Правда, хранить ее смысла нет. В комплекте идет зарядное устройство, съемная батарея, телефон, неплохие наушники, и вес смартфона составляет 118 граммов. Летим дальше. Данный девайс имеет два варианта расцветки. Это желтый и черный. Дизайн, конечно, необычный, изогнутый корпус выглядит интересно. Притом, когда его выпустили, его копировали по большому счету все, кому не лень. А по поводу цвета, вы же понимаете, что желтый намного проще найти. Выполнен он из поликарбоната, в руке лежит удобно и не выскальзывает. На корпусе отпечатки не видны, что хорошо. А сборка не совсем порадовала, хотя все относительно. В принципе, про этот телефон есть очень много обзоров уже после года использования и больше, и по большому счету никто не жалуется. На корпусе же расположена кнопка блокировки экрана, разъем для зарядки micro-USB версии 2.0, микрофон, разъем мини-джек под проводные наушники на 3,5 мм, один динамик, расположен на тыльной части, звучание не мрачное, громкий. Под крышкой находится съемный аккумулятор, место под нано-сим и место, в которое можно запихать microSD до 32 гигабайт, либо microSIM. Крышка слайдер, открывается хорошо, но не совсем удобно, нужно привыкать. В открытом состоянии фиксируется отлично. Кнопки легко нажимаются, у них есть подсветка, но слабенькая. Набирать текст на клавиатуре очень проблематично, скажем так, непривычно, так как она миниатюрная. С другой стороны, все зависит от размеров ваших пальцев. Далее, производитель заявляет, что телефон имеет защиту от пыли и брызг IP52. Думаю, легкого дождика он однозначно не боится. Летим дальше. Nokia 8110 оснащена TFT IPS дисплеем на 2,45 дюйма с разрешением 320 на 240 точек. Экран изогнутый, что в каком-то плане удобно. Яркости при прямом попадании света на экран не хватает. Под разными углами картинка тускнеет. Далее, разблокировка экрана происходит после открытия крышки слайдера или нажатия кнопки на правом торце телефона. Также можно установить четырехзначный код для блокировки телефона. Навигация по меню происходит непосредственно только физическими кнопками. Сенсорного экрана нет. В целом экран для повседневных задач хороший. Летим дальше. Процессор двухъядерный Qualcomm MCM8905, Snap 205 с тактовой частотой 1,1 ГГц. Графический процессор Adreno 304, операционная система Smart Theater на базе KOS, версия 2.5.1. Оперативки 512 мегабайт, не путаем, мегабайт, не гигабайт, а внутренняя память на 4 гигабайта. В меню есть магазин приложений, конечно, приложений там не особо много, но хорошо, что они вообще есть, так как можно установить любую игру из предоставленного списка или установить WhatsApp кому нужно. Также в строке в меню можно найти нашу любимую игру под названием Змейка, и, к удивлению, есть YouTube. Конечно, использовать его еще там Орока, так как он открывается как веб-версия, но в целом использовать можно. Также есть Google Ассистент без поддержки
поддержки русского языка, Google карты, музыкальный плеер, FM-радио, которое работает только с подключенными наушниками, 2 браузера и твит с Фейсбуком. Стандартные приложения, такие как калькулятор, диктофон, календарь, конечно же, на борту, и вдобавок есть конвертер. Имеется поддержка Wi-Fi 2,4 ГГц, на 5 ГГц нет, и телефон может раздавать Wi-Fi на другие устройства, так называемая точка доступа, притом с любой симки. Далее есть поддержка 4G сетей, связь ловит хорошо, звучание при разговоре отличное, микрофон отрабатывает неплохо. Чтобы ответить на звонок, нужно сдвинуть крышку слайдера вниз, и наоборот, чтобы сбросить вызов, нужно сдвинуть ее обратно, на место. Вибромоторчик есть, не сказал бы, что он слабый, но топорный. Bluetooth древней версии 4.1, из навигации на борту GPS от GPS, в помещении через Google Maps местоположение он не в состоянии обнаружить, а в городских условиях результаты вы видите на экране. Емкость аккумулятора 1500 мАч, с 0 до 50%, от родного адаптера питания он заряжался 2 часа. Полный цикл зарядки занимает до 4 часов. За 30 минут игры в змейку уходит 3% заряда, и за 1 час разговора уходит до 8% заряда. Летим дальше. На тыльной части также расположили 2-мегапиксельную камеру без автофокуса и LED-вспышку. Максимальное разрешение для съемки 720 на 480 пикселей, для фото 1200 на 1600 пикселей. Я решил вставить короткие примеры видеосъемки и несколько фотографий. При просмотре сразу появляется ощущение ностальгии. Тестировать это дело смысла вообще никакого нет. По большому счету какие-то силуэты можете пофотографировать, но вы же понимаете, что даже камера в ноутбуке сейчас лучше справляется. Минусы: неудобная клавиатура, крышка слайдера имеет люфт, и лично мне не всегда удобно пользоваться ей. И, конечно же, цена. В этой ценовой категории можно приобрести смартфон с уже полноценным сенсорным экраном. Правда, он будет люто тормознутый, и все-таки вот то, что мы сейчас видим, и то, о чем я сейчас рассказываю, основной плюс то, что это кнопочный телефон. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Все зависит от того, в каком регионе вы планируете покупать. Если готовы ждать из Китая, то там все более чем демократично, и с этой ценой цвет, блеск, красота. Если нет, то другая история. Напоминаю, что сегодня, на данный момент, на Алиэкспрессе лучше расплачиваться киви, притом долларами, так выгоднее. Завтра неизвестно как. Но на данный момент также хочу отметить, что карты основных банков, которые попали под санкции, не работают для оплаты, они работают только на Тмоле, то есть с глобальным Али вы не расплатитесь. Если у вас карты банков, которые не попали под санкции, вы можете расплачиваться именно Али полностью. Для меня конкретно это проблема. Я, в принципе, уже на Киви перешел как 2 месяца назад, когда курс прыгал. При любом раскладе через Киви кошелек в долларовом эквиваленте выгоднее покупать последние 2,5 месяца. Как было до этого, мне не важно. Так что подписывайтесь на телеграм-канал скидок, смотрите, что за какие деньги можно купить, и не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи. Нас там уже 8000 человек, может быть, наберем до десятки. Резюмирую, Nokia 8110 4G по мне совсем адекватный выбор, опять же, для кнопочного телефона. Он имеет довольно крупный спрос и в целом хороший, несмотря на некоторые его минусы. Можно использовать, получается, как LTE роутер, у него имеется оригинальный дизайн. WhatsApp в кнопочном телефоне, друзья. Довольно большой магазин приложений, адекватный ценник. На FOPDA есть просто лютое количество информации, что можно с этим телефоном делать. Фото и аудиофайлы, в принципе, через WhatsApp можно отправлять. GPS с картами на борту, пусть и не космос какой хороший. 2 сим-карты можно запихать, или одну карту и карту памяти. И, в принципе, автопроверка электронной почты, обновление его улучшили, это факт. И как наказание для ребенка это идеальный телефон. Потому что желтый его не потеряют, и потому что интересный. А вот как быстро сломается слайдер, я как раз и проверю, может быть, в комментариях расскажу вам, когда он умрет. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды, пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзоре девайсу. Да, добра и удачи вам, дорогие друзья.